Я, страшное дело, не хожу к врачам, ни к стоматологам, ни к мамологам, ни к гинекологам, ни к эндокринологам, ни к гастроэнтерологам, ни на ежегодные чекапы, ни бесплатно в своей компании, где работаю, ни частно, никак. Да, у меня все зубы в порядке, да, у меня не нашли ничего страшного, потому что я не даю себя обследовать на всякий случай. Да, я не принимала вовремя и ничего не запустила. У меня нет страха перед упущенным моментом, потому что я не живу в системе, где здоровье – это бесконечная диагностика, вплоть до первой находки. Я выбираю ответственность, а не обслуживание. Мне 39, и я, как и моя прабабушка, тоже Александра, собираюсь дожить до 100. Она не жила с мыслью, что она потенциальный клиент, просто жила, а не лечилась. И ушла также спокойно, без всяких химий, операций, с ясной головой в старости. Есть тьма примеров абсурдного вмешательства. Возьмем для начала зубы мудрости. Они у меня все на месте. Они начинают расти криво с тем, что потом со временем выпрямятся. И эта боль не случайна, она дана, чтобы перепрошить мозг и открыть новые нейронные пути. Адреналин от этой боли – скрытый дар. Эти 4 зуба мудрости напрямую связаны с сердцем и шишковидной железой. Их так и называют зубы мудрости, не просто так. Именно поэтому их так спешат вырвать, чтобы лишить силы и настоящего потенциала. Руки, ноги, глаза, сердце – все правильно выросло, тут природа как бы не ошиблась, но вот зубы вдруг растут не так. Их срочно нужно откорректировать, вырвать, сверлить, пломбировать. Интересно, кто решил, что природа накосячила только во рту? У нее был отличный план на все тело, но с челюстью вот облажалась. Эти зубы, баг. Спасибо стоматологу, что исправил. Тело не глупая система, оно не производит лишнего и уж точно не вставляет в тебя ошибочные зубы, которые нужно немедленно вырвать. Если зуб появился, то он там зачем-то нужен. Еще яркий пример. Мама младенцев внушает, что их ребенок бракованный по умолчанию и надо лечить, платить, удалять, сверлить. Наркоз, неправильный прикус, 100 вакцин за раз, иначе ребенок загнется. Самое смешное, это когда при кариесе молочных зубов отправляют под общий наркоз. Люди вообще включают голову в этот момент. Эти зубы молочные, они временные, они выпадут, их вообще не надо трогать. Но нет, маму накручивают. Если не лечить, кариес перепрыгнет на коренные. Если не вылечить сейчас, инфекция перейдет на зачатки коренных зубов. Это классический прием, внушить срочность, нагнать страха, и все, ты уже вцепилась в ребенка и готова хоть на наркоз, хоть на 10 профилактических пломб. А потом, когда он начинает болеть, как все, тебе говорят, это нормально, он просто растет. Нет, он не просто растет, его только что сломали, а ты еще и поблагодарила за это. Сломали своими уколами, своим запретом на температуру и на естественные реакции. Ты даже не заметила, в какой момент перестала доверять собственному ребенку. Конечно же, я не вожу и детей ни к педиатрам, ни к зубным. А что вы думали? Что я себе свободу от медицины, здоровья и здравый смысл, а им осмотры, вторирования, прививки, жаропонижающие, брекеты? Я что, желаю им худшего, чем себе? У нас дома нет аптечки, нет градусников, нет жаропонижающих, энтеросгеля, нурофена, парацетамола, антибиотиков, фервекса. У нас нет ящика страха. Есть тела, которым не мешают, есть растительная пища, которая лечит, есть спокойствие, движение, здоровье. Когда у детей недавно была ветрянка, я воспользовалась кокосовым маслом, алоэ верой и картофельным крахмалом. Все. Без химии, без назначений, без паники. Все прошло спокойно и естественно, потому что тело умеет выздоравливать, если ему не мешать. Аналогично с анализами, ни себе, ни детям я их никогда не сдаю. Меня не интересуют нормы, установленные на больных людях и рассчитанные на постоянное наблюдение. Я не хочу знать, что может пойти не так. Я живу так, чтобы все шло как надо. Витамины мы также на постоянной основе уже пару лет не принимаем. Разве что-то временное, вроде цинка во время простуды или витамина А во время ветрянки, если вижу, что это поможет, а не подменит процесс выздоровления. Но и то не из страха, не как ритуал, не потому что что-то надо дать, а потому что иногда можно, если хочется, и то не обязательно. Тело само справляется. Я тут примерно подсчитала, очень консервативно, по минимуму, сколько я не трачу по российским меркам. Возьмем на 4, 1 взрослый, 3 детей, витамины на всех, омега, D3, мульти, железо и т.п. 50 тысяч в год. Сиропчики, свечи, жаропонижающие, противовирусные антибиотики. Это при средней заболеваемости 30 тысяч в год. Частный прием педиатра, лечение кариеса, анализы, УЗИ, чекапы, приемы у гинеколога, прочие специалисты. Возьмем по минимуму, для всех 50 тысяч в год. Итоговая экономия 130 тысяч в год, я просто их не трачу, потому что не лечу то, что не болеет, и не проверяю то, что работает. А если кто-то болеет часто, водит к врачам, делает зубы, пьет витамины, пропивает что там курсами, то, я думаю, эта сумма достигнет до 250 000.
рублей. Но ведь дело не только в деньгах, дело во времени, в здоровье. Я в неделю пробегаю больше 40 километров кроссов по лесу, мне на это нужно суммарно часов 5. Вы серьезно думаете, что у меня есть время записываться, а потом идти на какую-нибудь маммографию? У меня ответственность за 10 газовых турбин в Дубае. Я продаю их обслуживание как запланированное, так и внеплановое. Там очень мало права на ошибку. И что, мне взять талончик и пойти сдавать анализы? Шейх подождет, мне нужно ферритин проверить. У моих 3 детей суммарно 9 тренировок в неделю. Одна из них у Юли с 4:30 до 8:30 вечера. Плюс у нас бассейн раз в неделю самостоятельно, и девчонки бегают кросс 5 километров. То есть расписание как у олимпийской сборной. И что мне теперь между их футболом, легкой атлетикой и гимнастикой записать их к зубному? А, кстати, сынок, у тебя сегодня вместо тренировки кариес на молочном зубе нужно лечить? Я не собираюсь отрывать их от настоящей жизни, чтобы посадить в очередь для пациентов. Я рассказываю все это не для того, чтобы кого-то задеть или уколоть, а просто делюсь своим опытом, чтобы передать вам свою уверенность, которой нас лишили с детства. И вы не обязаны повторять все мои шаги. И вы точно имеете право знать, что есть другой путь, без тревожности, без лихорадкофобии, без таблеток, очередей. Вы и ваши дети не пациенты, а живые, сильные, настоящие. Заберем обратно право быть здоровыми без разрешения.